Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом кыргызском эпосе «Манас». В прошлый раз, в прошлых передачах я рассказывал о выдающихся сказителях нашего эпоса. Сегодня же мы начнем разговор о том, кто именно начал на научной основе изучать эпос Манас и показал всему миру нашу сокровищницу. Самым первым исследователем эпоса Манас был выдающийся казахский ученый Чукан Валиханов. Он родился в 1835 году в семье зажиточного человека, потомка хана Аблая, последнего хана Среднего Джуза. И его отец был очень образованным, эрудированным человеком и был богатым, поэтому царское правительство назначило его старшим султаном одного из округов и присвоило ему чин полковника. Ну а у самого Чукана Чингисхановича Валиханова настоящее имя Мухаммед Ханафия, на Чукан прозвище, данное ему матерью. Он в возрасте 7 лет начал учиться в частной казахской школе арабскому языку, арабской грамматике и стал грамотным человеком. После этого Чукан Валиханов учился в Омском кадетском корпусе. Здесь состоялось его мировоззрение, он познакомился со многими выдающимися деятелями русской культуры, интеллигенции. Так как он был очень грамотным, эрудированным, талантливым человеком, царское правительство оценило его способности, взяло на царскую службу. Что здесь примечательно, Чукан Валиханов с самого начала, хотя и служил на царской службе, он в первую очередь хотел заняться изучением истории своего народа, истории родственных тюркских народов. Потому что в то время, как вы сами знаете, ни у кыргызов, ни у казахов не было своей письменности, все это сведения у них передавались в устной форме. И вот он в 1856 году начал изучение, экспедицию свою семилетию, нынешнюю нашу Чуйскую долину. И здесь он приехал и в 1856-60 годы он совершает, значит, сюда, в наши края, поездку для того, чтобы изучить быт, культуру местного языка. И именно Чукан Валиханов впервые записал поминки по Кукутою. Затем он сам по мере своих сил перевел его на русский язык, а затем опубликовал
его в печати, после чего и было положено начало научным исследованиям нашего героического эпоса «Манас». Ну, далее он также начал развивать эту же тематику изучения быта, фольклора, истории кыргызов, других тюркских народов. В частности, он все это описал в своих статьях «Следы шаманства киргизов, казах, о мусульманстве в степи» и других произведениях. Ну, затем он после 60-е годы уже опубликовал, значит, свои исследования кыргызы, кыргызские родословия, о кочевках кыргызов, о своему родному народу, творчеству казахов, у него посвящены статьи «Предание и легенды большой кыргыз-кайсарской орды, очерки Джунгарии». Он также написал народную эпическую поэму «Козы Курпеши и Баян Сулу». То есть он одинаково работал как над трудами по истории быта кыргызов, так и своего родного казахского народа. Но, к сожалению, он заболел и в 1865 году скончался в возрасте 30 лет. А так, я думаю, если бы он прожил бы еще дольше, он бы внес еще больше значительный вклад в дело изучения тюркоязычной истории. Ну вот пока все это, что я хотел вам сказать. Теперь мы продолжим чтение моего пятитомного романа «Манас». Как я вам уже говорил, мною написан пятитомный роман на основе эпоса «Манас» по варианту Сагынбаева-Розбакова. Я его провел через экспертизу Академии образования, и он, этот пятитомник, рекомендован в качестве дополнительной учебной литературы по кыргызской литературе для изучения эпоса «Манас». Ну а затем перевел его на русский язык. Кто хочет прочитать эти книги на русском, киргизском языке, могут зайти на мой сайт epos.manas.com, и там могут скачать оба варианта. Ну а теперь мы продолжим чтение нашего романа. В прошлый раз мы остановились на том, что Чиирде забеременела, мать Манас должна была родить. И продолжаем нашу читку. Пришло время родиться ребенку. Схватки у Чиирды начались в ночь со среды на четверг. В ее юрте было выставлено коромысло из золота и забита белая кобылица. Чиирда не смогла сразу разродиться, и схватки ее продолжались в течение 6 дней и 7 ночей. На помощь к ней пришли все жители Аила. Жаков, кружась вокруг юрты, переживал всем сердцем о благополучном рождении ребенка и не отходил далеко. Чиирда временами теряла сознание и закатывала глаза, когда ребенок в утробе начинал шевелиться. Она начинала снова кричать, когда приходила в себя. Неужели этот ребенок пришел на мою погибель и оставит Бая Жакова вдовцем? Почему он не рождается? Кричала, снова вцепив золотое коромысло Чиирды, приводя всех в смятение. Услышав о мучениях жены, Жаков горестно вздохнул, непрошенные слезы потекли из его глаз. Пусть Всевышний сжалится над нами, жена благополучно разродится. Про себя начал молиться он. Когда же младенец появится на свет? Упаси Бог от того, что он сам не родит, да еще доведет на могилу жену, повергнув меня в горе. На 7-й день, при вести о том, что Чиирда наконец должна родить,
Измучивший Жаков заплакал навзрыд. «О, Всевышний!» – проливая слезы, молился он. «Несмотря на такое большое богатство, я молю об одном ребенке. Дай мне сил не позориться перед народом, упасть или потерять сознание от радостной вести о рождении младенца». Вспомнив о том, что он мужчина, Жак, вытерев слезы, взял себя в руки. «Уеду в безлюдное место и встречу там радостную весть о рождении сына», решил Ба и объявил о призе в 40 голов темно-серых жеребцов тому, кто сообщит о рождении наследников. «Я еду в степь, братья», — сказал он односельчанам. «Если у меня родится дочь, никуда не двигайтесь, оставайтесь дома. А если родится сын, удостоверившись в этом, найдите меня, где бы я ни был». После этого Жаков вышел в путь. Проехав некоторое время, он встретил табун жеребца Джеробоза. Среди лошадей старик заметил беременную соврасую кобылицу с черной гривой. Она крутилась туда-сюда, явно намереваясь родить. «О, Боже мой!» – удивился Жаков. Как будто не было других дней, что соврасая собралась ожеребиться именно сегодня. Спешившись с коня, он осмотрел кобылу и убедился в правдивости своего предположения. «Если кобыла родит ребенка мужского пола, я отдам его сыну», — решил Жак. «С этого времени я сменю кличку жеребца Жербобоза на Камбароз». В это время весь табун, растянувшись, вошел в ущелье. Установившись у заросли подорожника, лошади разбрелись пастись в разные стороны. На следующий день после отъезда Жакова схватки Чирда снова возобновились. Они длились уже 8 дней, так что помогающие 12 женщин были уже на пределе своих сил. Но ребенок никак не хотел рождаться. Однако, посмотрев на роженицу, много повидавшие на своем веку повитухи почувствовали, что роды приближается. «А ну-ка, бабы!» – твердо сказала изрядно вспотевшая Багдолот. «Кажется, время родов наступает. Пусть Бог даст сил Чирда. Когда начнутся схватки, крепче тяните». Не успела она закончить свою речь, как Чирда, у которой снова начались схватки, громко во весь голос крикнул: «Ой, бабоньки, будьте готовы! Кажется, ребенок рождается! А-а-а!» В этот момент раздался крик младенца. Он вывалился на землю, стал извиваться и плакать. Когда вместе с ним заплакала и Чирда, женщины все уже гомонили, собрались вокруг ребенка. «Мальчик или девочка, когда мне скажете?» — сказала Чирда, не переставая плакать. Женщина, посмотревшая на ребенка, бросила в глаза писка младенца. «Мальчик, мальчик!» — громко и восторженно крикнула она. От радостной вести Чирда чуть не потеряла сознание. Что случилось с матушкой, испугались все женщины. Видимо, на нее нечистая сила напала. Однако Чирда пришла в себя, подняла снова голову и обратилась к высокой, смуглой, полноватой Ханымджан. «Бабы!» — задыхаясь, бессильно сказала она: «Не суетитесь много, поднимите ребенка с земли. Жена Апалты, перережь половину ребенка сама». Ханымджан подошла к младенцу, заметила, что он родился зажатый в обоих кулачках кровью. Радуясь благополучному решению Чирды от времени, она перерезала пуповину. Когда Ханымджан заворачивала его в шаль, младенец силой 15-летний подростка вырвал свою правую руку. Ой, страх-то какой! Вырвал руку и одернул ногу, как 40-летний мужчина, поразилась Ханымджан. «Не стойте, как истуканы, помогите подержать младенца, бабы». «Что ты мелешь всякую ерунду?» — Ханымджан недовольно пробурчала в автобус. «Если не хочешь водиться с ним, отойди подальше». Когда Багдолот подняла с земли орущего младенца, то отметила, что он весит, как 9-летний мальчик. Она не стала обращать внимания на это. Вдохнув запах ребенка в себя, Багдолот поцеловала его. Затем, открыв ладошки младенца, женщина увидела надпись «Манас». Всевышний действительно дал нам его. И сказано, обрадовалась Багдолот.
дождались давно ожидаемого Манаса. Когда Багдуйлот сунула свою грудь, ребенок так соснул, что у нее чуть душа не выскочила. Тогда она взяла из сундука и положила ему в рот топленого масла. Младенец проглотил все за короткое время. Затем Багдула передала ребенка Чиирде для кормления. Она сунула младенцу наполнившуюся молоком правую грудь. Когда ребенок начал сосать, сначала вышло молоко, потом вода, а затем кровь. Не выдержав боли, Чиирде вырвала грудь изо рта малыша. Ох, каков ребенок! С удовольствием глядя на мальчика, произнесла она. Благодарение Всевышнему, что дал мне такого сильного ребенка, настоящего богатыря. Вам, бабоньки, я безмерно благодарна. В честь рождения малыша я велю зарезать 8 кобылиц, а пока берите то, что я для вас подготовила, и будьте довольны. Приходите без опоздания на пирушку и будьте уважаемыми гостями. В это время все воины взволнованно искали по горам и холмам Жакопа, чтобы получить подарок за радостную весть. Ханымджан думала, что ее муж вместе со всеми ищет молодого папашу. Получив предпочитающийся ей подарок от Чиирде, она со спокойной душой вернулась домой. Но, увидев беззаботно сидевшую в постели Акбалту, женщина вздрогнула от неожиданности. «Ой, мой старичок, почему ты дома?» – с раздражением спросила Ханымджан. «Или тебе не нужно богатство? Почему не стараешься, как другие, получить обещанный Жакоп 40 лошадей, а сиднем сидишь дома?» Акбалта с упреком уставился на свою жену. «Эй, несчастная Ханымджан, у тебя мозги есть?» – зло спросил он. «Как я смогу обогнать тех, кто уже давно поскакал получать подарок? Разве мне что-нибудь достанется от них? А разве от тебя убыло, если бы сразу стал искать Жакоп?» Еще больше разъярилась Ханымджан. Жена, увидев потемневшие глаза жены, стала видеть Акбалта. «Сколько людей живет в Аиле? Сколько есть ближайших соседей Жакопа? Пока я собирался, уже и след простыл. К тому же, сейчас у меня нет сил сесть на лошадь. Ты посмотри на него, еще больше рассердился Ханымджан. Сколько отговоров у этого лентяя, а?» «Хватит, замолчи», — огрызнулся Акбалта, задетый за живой. «А сама-то как будто весь мир держится на тебе. Сколько дней провела у Чиирде? Ну и что ты получила за свои труды? Вот, мне дали в подарок 2 тюрбана и 1 халат». Сказав это, Ханымджан разложил все подарки перед мужем, заставив его закрыть рот. «А теперь, мой старичок, пойдешь искать Жакопа?» — с нажимом спросил он. «Как я смогу поехать на моем коне Кукшелок?» — с мольбой посмотрел на жену Акбалта. «Если никто до сих пор не нашел Жакопа, как я найду его?» «Ничего страшного», — невозмутимо произнесла Ханымджан. «Какая-либо вещь достанется не тому, кто нашел, а тому, кто позаботится о нем. Не тому, кто успел, а тому, кому это предназначено судьбой. Даже если кто-то помчится на облаке, добычу получит тот, кому суждено ею завладеть. Возможно, именно ты найдешь Жакоп на Кукчелоке». Прижатый к стенке, Акбалта вынужден согласиться с женой. «Ладно, я поеду», — сказал. «К тому же мне изрядно надоело лежать дома». Выйдя на улицу, Акбалта оседлал коня и пустился на поиски Жакопа. В это время Жакоп ожидал вести о ребенке в потайном месте неподалеку от Аила, на берегу Черной речки. Как он и предполагал, соврасая кобыла родила белого жеребенка. Жакоп поправил его ножки, обмел его, обжал морд, помог встать на ноги, повел к кобылице. «Если Бог даст мне сына, подарю ему этого жеребенка». Сладостные мысли радостно Жакоп перебил Акбалта на Кукчелоке. «Радуйся, брат!» — издали крикнул Акбалта, увидев Жакопа. «Чему?» — растерянно спросил старик. «Мой лев, на старости лет жена подарила тебе леопарда, тигра, товарища». Когда Акбалта стал кричать, Жакоп от радости хлынули из глаз слезы. «О Боже!» — взмолился он. «Неужели я и в самом деле дождался ребенка? А я уже думал, что уйду с этого мира без детей. Не радуясь рождению сына, я молю о долгой жизни для него. О Всевышний!
Чересчур взволнованно радостной вестью, Жак грохнулся на землю и потерял сознание. Ахбалта поспешно подбежал, стал тормошить его. Однако старик даже не шелохнулся. Похоже, принеся ему радостную весть, я лишился своего младшего брата. Испугался встревоженный Ахбалта и, сняв с головы колпак, побежал к текущему недалеко ручью. Принеся воды, он побрызгал на грудь лицо Жакова. Тот, придя в себя, поднял голову. «Дядюшка Ахбалта», — бессильно сказал он, — «от радости, оказывается, я упал в обморок. Повтори, пожалуйста, свои слова. Я ведь что сказал тебе, твоя жена родила мальчика. Что ты мне дашь за это?» «Ты говоришь правду?» — все еще не верил Жак. «Мой ребенок действительно мальчик. Ты видел это своими глазами или услышал от женщин? Твоя жена родила отличного мальчика». Его громкий крик при рождении услышал даже я, хотя сидел дома. Как сказали ухаживавшие женщин, твой сын вышел из утробы, держа в руках печень черды, как грязь. Когда его пеленали, он сопротивлялся силу 30-летнего мужика. Все говорят, что это прекрасный мальчик. «Это хорошо», — кисло ответил Жак. «Однако у меня, кажется, появился решительный, отважный сын, который может пожечь любую землю и баламутить свой народ. Возможно, он, когда подрастет, таким характером направо-налево раздаст весь мой скот и разорит меня дотла. Кстати, я не очень тебя понял, что мой сын забрал печень своей матери. Вообще, жена жива, здорова?» «Что ты за человек?» — не на шутку разозлился Ахбалта. «Ты все время плакал, что у тебя нет детей. Теперь, едва дождавшись ребенка, уже переживаешь за свой скот больше, чем о сыне. Ты, оказывается, тот еще жмот, стараясь сохранить богатство, как бы тебе не умереть непрекаянным. Ну все, хватит. Если для меня у тебя есть подарок, дай его. Если не можешь его дать или не хочешь, говори прямо, чтобы я зря не надеялся и ушел восвоясь домой». Все, Ахбалта», — рассмеялся Жак. «За радостную весть возьми с табуна камбарбуза 9 голов коней, 4 верблюда и остального скота 4 девятки. А остальное забери. У женщин обманом, у девушек молодых украдкой. Тебе этого достаточно, старик Балта?» — с хохотом спросил он родственник. «Да», — довольно ответил Ахбалта, и Жаков заарканил для него 9 голов лошадей своего табуна. «Что нам делать в чистом поле? Пойдем домой и проведаем ребенка». Сказав это, Ахбалта и Жак вместе, развивая свои бороды, пришпоривая находцев, вернулись обратно в Аилу. Когда они приблизились к дому Чирда, их окружили, выкрикивая радостную весть 40 человек, вышедших на поиски Жакова. будет вам», — рассмеялся Вай. «Кого из вас мне отблагодарить за хорошую новость? Все вы мне близки, чужих среди вас нет. Поэтому в подарок возьмите коней, которых вы оседлали. А кому не досталось коня, сетуйте на Бога». Услышав голос Жак, раздающий подарок, к нему навстречу вышли женщины. «Пусть ремни колыбели твои будут крепкими, а алимент твоего приклада будет добро», — приветствовали они старика. Поблагодарив, Жак радостно вошел в юрту. Внутри, укрывшись яхонтовой шубы, красная, как пламя в очаге, сидела Чирда с ребенком на руках. Рядом с ней были 2-3 женщины во главе с Багдулот. «Жена», — обратился к ней Жак, — «принеси мне ребенка». Пока Багдулот собирала взять его, Чирда сама, опередив, и передала крошку Жаку. «Вот, оказывается, какого иметь ребенка», — сказал Бай. Заплакал на взрыв, допугав младенца, отчего тот также начал плакать. Жак, уставившись на сына, начал про себя оценивать его. «У него лоб широкий, голова узкая», — подумал он, — «губы толстые, глаза глубокие. Он должен вырасти настоящим богатырем. Тигриная шея и грудь, кисть мощные, уши волчьи. Мой сын отличается от других своей стати. Если Бог послал мне такого ребенка, то он отомстит всем за мои обиды». Обрадованный своим выводом, Жак нежно поцеловал сына в щечки и отдал его обратно Чирду. Ну вот, уважаемые товарищи, время нашей передачи подошло к концу. До свидания, до новых встреч.